Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. Я рада приветствовать вас на канале Истории судеб, и вот наша история на сегодня. Максим ехал домой. Он был в длительном рейсе и никак не мог дождаться приезда к любимой. Дома его ждала жена Яна. Они женаты почти 10 лет. Хотя он не заметил, как пролетели года. В их семье было все прекрасно. Единственное, что омрачало их семью, так это отсутствие детей. Они прошли все необходимые обследования, и врачи только разводили руками. Но они не отчаивались. Перед тем, как он отправился в рейс, договорились, что если в этот раз не получится, то Максим возьмет отпуск, и они займутся оформлением бумаг для усыновления. В детских домах так много детей, которые мечтают о семье и родителях. Когда они смотрели фотографии из базы, то сердце обливалось кровью. Он ехал, и мысли у него были только об этом. И тут он увидел кого-то на дороге. Резко нажав на тормоза и сигнал, выйдя из машины, он увидел в нескольких метрах от машины в свете фар две маленькие фигурки. Подойдя поближе, он понял, что это две маленькие девочки. И что тут делают две маленькие принцессы? Уже темно и холодно. Губы девочек дрожали, и они с боязнью и надеждой посмотрели на мужчину. Максим все понял. «Пойдемте греться». Они сели в машину. Он отогнал машину на обочину и налил девочкам чай. Когда девочки согрелись, то в первую очередь сказали, перебивая друг друга: «Бабушка, нашей бабушке плохо. Мы помощь искали. Где вы живете?» Девочки показали пальцем куда-то в сторону. «Дорогу покажете?» И они дружно закивали в ответ. Он развернул машину и поехал туда, куда указывали девочки. Они заехали в маленькую деревню и остановились прямо на краю у ветхого домика. Максим вышел и пошел за ними. Он зашел в дом. Было очень холодно, и вокруг все было очень ветхое. На матрасе лежала пожилая женщина. Он подошел поближе и услышал, что она еле стонала. Прислонив руку к ее лбу, понял, что женщина горит. Немедля позвонил в скорую. Девочки показали, где лежат документы. А вот аптечку он еле нашел. И там были только зеленка и какая-то мелочь. Пока дожидались скорую помощь, Максим обтирал женщину мокрым полотенцем. Фельдшер осмотрела женщину. «Что ж вы так запустили бабушку?» Максим начал оправдываться, что был в рейсе. «Кем вы ей приходитесь?» «Племянник», — выпалил он. Он боялся сказать, что нашел девочек на трассе, а они прятались за его спину. «Мы забираем ее в больницу. Приедете завтра и все расскажем». Скорая уехала, увезя бабушку. Максим сел на стул и посмотрел на девочек. «И что мне с вами делать?» Они стояли и смотрели на него. «Где ваши родители?» «У нас их нет. У нас только бабушка». «А зачем пошли на дорогу? Почему не пошли к соседям?» «Здесь мало кто живет. И хорошая тетя Валя уехала в гости, а другие злые». «Значит так. Сейчас вы собираете свои вещи, и мы едем ко мне домой. Там тетя Яна. Она хорошая. А я Максим. Завтра узнаем, что с вашей бабушкой». Девочки открыли шкаф, кинули что-то в пакет и отрапортовали, что все готово. Сев обратно в машину, они уснули. Яна уже давно стояла на улице и высматривала большегруз. Максим должен был приехать еще 2 часа назад, и она не находила себе места от беспокойства. Завидев машину, она побежала навстречу. Когда он вышел из машины, она бросилась ему на шею. «Ну ты и напугал меня. Трубку не берешь, машины нет, я себе места не нахожу». «Тише, милая, все хорошо. Просто кое-что случилось по дороге. Я тебе все дома расскажу. А сейчас нам надо девочек спать уложить». И он приоткрыл дверь. Яна увидела 2 малышек, мирно сопящих на сиденье. Максим взял одну на руки, а Яна другую.
Они занесли их в дом. Когда сняли тулупчики, то увидели, что девочки совсем худенькие. Положив их на кровать, Максим вышел, а Яна раздела малышек, укрыла одеялом и вышла следом за мужем. На кухне за чаем он все рассказал. «Яна, но как было еще поступить? Не мог же я их оставить одних в том доме?» Яна все понимала, но она боялась, чтобы к ним потом не было претензий, что они забрали чужих детей. На следующий день Максим прямо с утра поехал в районный центр, куда увезли бабушку, а Яна хлопотала на кухне, делая завтрак для малышек. «Что-то долго они не просыпаются», — подумала она и тихонько вошла в комнату. Девочки сидели на кровати. «Доброе утро, принцессы! Я тетя Яна. Я жена дяди Максима. Что вы не выходите?» «Мы не знали, можно ли». Яна улыбнулась. «Конечно, можно. А еще и нужно. Я завтрак приготовила. Но сначала пойдемте умоемся». И они пошли в ванную. Девочки смотрели на все с опаской, а Яна объясняла. Вот зубные щетки. Они новые, но большие, так как для взрослых. Пасту для детей купит дядя Максим, а пока хотя бы водичкой. Вот так открывается теплая вода. А вот вам полотенчики. Максим рассказал, в каком состоянии дом, в котором жили девочки, и она понимала, что даже горячая вода прямо в доме была для них диковинкой. Когда они умылись, то достали одежду, взятую из дома, чтобы надеть. «А давайте я пока это все постираю, а вы наденете мои футболки. Они будут вам как платье, и вы будете очень красивые». Так и сделали. После завтрака девочки осмелели. Их звали Алена и Алиса. Они давно живут со своей бабушкой. О родителях ничего не знают. Вчера бабушке совсем стало плохо, и они пошли искать помощь. В их деревне зимой мало кто живет, всего несколько домов, и только в одном хорошая тетя, а она уехала. Поэтому они решили идти в город за помощью. Вот на трассе их и встретил дядя Максим. Они смотрели мультики и только удивлялись большому телевизору, а Яна просто любовалась малышками. В это время Максим, подняв все свои связи, попал в палату к бабушке. Ее звали Алевтина Михайловна. Она чувствовала себя уже гораздо лучше. Спрашивала медсестер о внучках, а те говорили, что они с ее племянником. Но она-то знала, что у нее нет племянника. Максим зашел в палату. Он положил пакет с фруктами на тумбочку и присел рядом на стул. «Здравствуйте. Меня зовут Максим. С вашими внучками все хорошо. Я сейчас все расскажу». Когда он закончил рассказ, Алевтина Михайловна смахивала слезы, не переставая благодарить его. «Не бойтесь. Пока вы в больнице, девочки побудут у нас. Их никто не обидит. Как только будет можно, я привезу их к вам, и вы сами увидите. Но где их родители?» Алевтина Михайловна вздохнула и рассказала все. Есть у нее дочка, но непутевая. Родила неизвестно от кого и скинула девочек на мать. Она хотела лишить ту родительских прав и взять девочек под опеку, чтобы получать хоть что-то вдобавок к мизерной пенсии. Но только ей сразу сказали, что опеку ей не одобрят. Нет ни условий, ни денег. Поэтому и лишать родительских прав она не стала. Боялась, что девочек в детский дом бы не забрали. Все, что было, делала для них. Но тут заболела. Думала, чаем отпоется, а не вышла. Не беспокойтесь, все наладится. А пока девочки будут у нас. Если что, я ваш племянник. Сейчас узнаю у врача, какие нужны лекарства, и все возьму. Не пытайтесь отказаться. Вы у девочек единственный родной человек, и вам просто необходимо выздороветь». Вернувшись домой, Максим все рассказал Яне. «Любимый,
Девочки такие хорошие. Пусть живут у нас. Я ничего не имею против. Давай поможем этой семье». Через неделю Алевтине Михайловне стало лучше, и ее навестили внучки. Они были в красивых платьицах с аккуратными косичками. Бабушка только улыбалась, глядя на них, и мысленно благодарила Максима и Яну. «Яночка, можно с тобой поговорить?» — тихо сказала она, когда девочки вышли. Яна кивнула и подошла к кровати. «Девочка моя, спасибо. Я вижу, как ты смотришь на моих девочек. У тебя доброе сердце и замечательный муж. Вы уж потерпите еще немного. Вот встану на ноги». «Алевтина Михайловна, не надо благодарить. Девочки такие помощницы. Я с ними больше отдыхаю, чем раньше», — немного слукавила Яна. Хотя девочки и правда помогали, но со многим не могли справиться, и получалось только хуже. Но Яна их учила, и они уже не махали пылесосом, как веником. От поездки в город у девочек было много впечатлений. Они увидели бабушку, а еще гуляли в парке и ходили в кафе. Когда они уснули, Максим и Яна пошли на кухню. «Максим, скоро выпишут Алевтину Михайловну. У нас большой дом, и я так привыкла к девочкам. Может, мы заберем ее из больницы к нам домой? У нас много места. С ними дом стал живой». Максим улыбнулся. Он сам хотел это предложить, но не решался. Через неделю он забрал бабушку. Они заехали в ее дом за некоторыми вещами и поехали к Максиму. К приезду бабушки девочки и Яна наготовили много вкусностей. После обеда сестренки пошли смотреть мультики, а взрослые остались на кухне. Максим прервал тишину первый. «Алевтина Михайловна, оставайтесь с девочками у нас. Ну, смотрите, ваш дом очень ветхий, и там жить просто опасно. А еще у вас в деревне нет школы и даже медпункта, а у нас большой поселок. Девочкам у нас нравится. В нашем доме хватит места всем». Бабушка не знала, что и сказать. Она сама прикипела к этой паре за эти пару недель. Алевтина Михайловна давно не ощущала себя так легко и спокойно. А Яна продолжила вслед за мужем. «Что бы вы ни боялись, что девочек заберут, мы займемся оформлением опеки. Нам будет нужна ваша помощь, чтобы их маму лишить родительских прав, если вы, конечно, согласны». У Алевтины Михайловны текли слезы. Она просто плакала и кивала головой. Яна и Максим обняли ее. «У нас все получится. Главное, мы вместе». Дальше был нелегкий путь для всех, но у них все получилось. Было уже лето, девочки бегали во дворе, а Алевтина Михайловна хлопотала на кухне. Яна и Максим зашли на кухню и положили бумаги на стол. Ну вот и все. Теперь мы официально семья, и нам никто не помешает быть счастливыми. Они действительно были счастливы, все, и устроили пикник во дворе. Девочки уже несколько месяцев называли Яну и Максима мамой и папой. Разложив пирожки на пледе и налив всем домашнего компота, Максим готовился к речи, но его перебила Яна. «Можно я скажу?» Все закивали. «Дорогая моя семья, любимый муж, дочки и еще одна мама, я так рада, что мы все вместе. Я вас всех очень люблю. Я кое-что от вас скрываю уже пару недель, и теперь настало время рассказать». Алевтина Михайловна загадочно улыбнулась. Она-то давно все поняла. «Так вот, наша семья станет еще больше. Девочки, у вас будет братик или сестричка?» Девчонки наперебой закричали, кого они хотят, а Максим просто сидел, смотрел на жену и не мог сказать ни слова. «Сынок, ну что ты замер? Али не понял еще до этого, что жена так часто бегает в ванну?» От слов Алевтины Михайловны он как будто проснулся.
подскочил, подхватил жену на руки и закружил. «Тише, тише, а то опять в ванну убегу», — засмеялась Яна. Максим вернул на землю жену, как хрустальную вазу. Он был счастлив. Счастлив, что тогда увидел девочек. Счастлив, что еще раз станет отцом. Именно еще раз, потому что Алена и Алиса были его дочками, самыми родными и любимыми дочками. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. До свидания.